Я уже практически год ищу работу, и раньше я тратила на это каждый день от 3 до 5 часов. И в какой-то момент я просто решила внедрить AI в этот процесс, и сейчас честно расскажу, что из этого вышло. Меня зовут Дианира, я рада вас приветствовать на своем канале. Здесь я делюсь своим опытом того, как я ищу работу, адаптируюсь в новой стране и вообще рассказываю о жизни в Швеции. Когда я только начала искать работу, я, конечно же, готовила свое резюме, мотивационные письма и все писала сама. И это на самом деле, мне кажется, была моя большой ошибкой, потому что через буквально 2-3 недели такой работы я выгорела. Я поняла, что я что-то делаю неправильно, мне совсем не нравилось то, как звучит мое мотивационное письмо. И более того, это занимало большой промежуток времени. То есть я могла на то, чтобы откликнуться на одну вакансию, тратить 2-3 дня. И при этом я сидела по 5 часов в день для того, чтобы писать правильно мотивационное письмо, анализировать, что хотят услышать от меня, как мне правильно подать, с какого ракурса преподнести свой опыт работы так, чтобы он идеально подошел под те требования, которые указаны на вакансии. И я поняла, что я трачу очень много времени, и на самом деле никакого выхлопа нет. После я начала использовать AI. Что я сделала? Я подготовила свое полностью расписанное детальное резюме, загрузила его в чат GPT, попросила его сделать мне краткую версию. Он мне сделал одну краткую версию, я посмотрела, мне совсем это не понравилось. После я поняла, что я должна делать не просто краткую версию, а я должна делать каждое CV под определенную вакансию. В следующий раз, когда я уже находила вакансию, которая мне интересна, я копировала все, вставляла в чат GPT и говорила, исходя из моего резюме, которое я загрузила тебе до этого, сделай резюме идеально подходящего кандидата под эту вакансию. При этом я просила его ничего не придумывать, потому что первое, то, что мне выдавал, он мне там придумывал опыт работы, какие-то непонятные скиллы, которых у меня не было. И я, конечно же, с ним ругалась, просила его переделать так, чтобы это все было в рамках того, что у меня на самом деле есть, моего реального опыта работы, просто какие-то, скажем, процессы либо результаты он должен был принести с другого ракурса. И когда только я начала просить у него сделать это, тогда уже появилась какая-то магия. Он начал мне адаптировать мое резюме под конкретную вакансию, интегрировать ключевые слова, и при этом мой опыт конкретный, который я имела, он его преподносил, скажем, под тем углом, который необходим которые требовались от кандидатов в рамках определенных вакансий. И вот что я поняла. Я поняла, что опыт работы и вот описание моих достижений в целом я не могу с ними сильно играться и жонглировать, потому что у меня уже есть определенные достижения, и будет неправильно, если я буду выдумывать какие-то другие достижения. И вариацию того, как я могу их переделать, она тоже все-таки ограничена. Поэтому что я сделала и вообще к чему я пришла? Я всегда его теперь прошу оставить тот раздел, который касается моего опыта работы и образования, но при этом он вполне свободен, когда когда интегрирует ключевые слова, которые звучат в вакансии, в описание, в мое био и в тот список, скажем, скиллов, навыков, которые у меня есть. И тогда происходит магия, тогда получается и система, которую используют HR, она может считывать ключевые слова, но при этом я ничего не выдумываю, и мой реальный опыт работы и реальные достижения, они остаются. Естественно, это все в рамках тех требований, которые предоставляют кандидатам. И я стала тратить на это все буквально, наверное, минут 5.
для того, чтобы просто сделать апдейт своего резюме. Также очень много объявлений требуют мотивационного письма, либо, скажем, cover letter, для того, чтобы написать, почему вы хотите там работать, и тоже с какой-то стороны раскрыться. Я тоже рассказала свою историю, что я переехала сюда, какие у меня основные цели, какой у меня бэкграунд, почему я хочу устроиться на работу, какие у меня основные ценности в процессе работы, что для меня важно. И также я попросила его интегрировать, каждый раз проводить анализ по компании и интегрировать данный анализ, скажем, тем, что занимается компания сейчас, либо что-то сейчас, какую-то новинку они в свои бизнес-процессы интегрируют, либо что-то, я всегда тоже оставляю часть, где провожу анализ каждой компании и интегрирую свое письмо. И этот процесс у меня тоже занимает, наверное, минут 10, может быть 5, в зависимости от компании. И в итоге теперь я трачу где-то по общей сложности 20 минут от поиска вакансии подходящей и отклика на нее. Но с появлением AI-агента, вернее, не то, что с появлением, как только я о нем узнала, я узнала о нем достаточно недавно, что у Mac есть такая возможность, к сожалению, только у Mac, нету для тех, кто использует Windows, Atlas от ChatGPT в качестве, скажем, AI-агента, который может делать за вас определенный слой работы. Я на самом деле ожидала, что он будет более продуктивным, более эффективным. Я хотела, чтобы он в LinkedIn находил мне нужные позиции, которые подходят мне, сохранял их, после чего заходил на каждую вакансию, точно так же готовил мое CV, точно так же готовил мое мотивационное письмо, сохранял на мой рабочий стол, и после я уже делала финальную проверку и уже откликалась. К сожалению, этого не произошло. Вообще он может такое делать, но он работал очень медленно, он слишком много тупил. Мне приходилось объяснять, что делать, и на это объяснение выходило очень много времени, и в итоге я получала не то, что мне нужно было. Поэтому работа с агентом у меня сошлась только на том, что он заходит в мой LinkedIn, соответственно, моему резюме сохраняет все вакансии, которые подходят мне, все открытые вакансии, которые подходят мне, и в день это примерно от 10 до 15 вакансий, которые он подбирает специально для меня. То есть я теперь уже на это не трачу время. Я просто захожу, кликаю «Откликнуться», готовлю резюме, мотивационное письмо, загружаю, и пока на этом все. Вот так сейчас у меня выглядит поиск работы, и на самом деле я уже сократила каждый день, я трачу, например, 1 час своего времени на то, чтобы откликнуться на 10 вакансий. Мне кажется, это вообще круто, это супер эффективность. И поэтому вам тоже рекомендую использовать AI в поиске работы, потому что я знаю, что поиск работы — это иногда как реально сама работа. Ты садишься с утра, начинаешь анализировать, что есть на рынке труда, куда ты подходишь, куда ты не подходишь, выбираешь сначала вакансии, потом готовишь свое резюме, готовишь мотивационное письмо. И сейчас, когда на самом деле я изучаю язык шведский, когда я хожу на курсы практически через день, когда я хожу на стажировку, и все равно, несмотря на то, что я как бы стажируюсь, работаю удаленно, я каждый день что-то должна выполнять. Помимо прочего, у меня своя какая-то рутина, связанная с детьми. Соответственно, у меня не всегда получается выделить качественное время для того, чтобы я могла подготовить свою CV и откликнуться на вакансию. Сейчас я просто поняла, что в этом плане AI мне оптимизировал и сократил то время, которое я раньше тратила в 10 раз, наверное. И при этом качество, скорее всего, оно точно не пострадало, оно стало намного лучше, если сравнивать, если бы я делала это все сама. Поэтому я поняла, что пока находимся в процессе поиска работы,
хорошо бы не только просто какие-то инструменты изучать, но и интегрировать их в свои процессы, тестировать все, как работает, посмотреть, потому что знание AI сейчас это тоже один из основных критериев для любой вакансии. Я вас рада видеть на своем канале. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.